Здравствуйте всем, меня зовут Арина, и это компания Investa Global. Сегодня мы бы хотели вам показать и рассказать про район, который очень сильно полюбился русскоязычным жителям. Этот район называется Кадыкёй, и он находится в азиатской части Стамбула. Район Кадыкёй является одним из старейших и благородных районов Стамбула. И одним из доказательств его культурного наследия является то, что находится за моей спиной. Смотрите, этот монумент называется «Боевой бык». Если вы спросите любого турка об этой статуе, он сразу вам расскажет, где она находится и как она называется. Данная статуя была спроектирована скульптором Исидором Вонером, которая символизирует мощь и силу, а также победу, выигранную Францией у Германии в войне. После чего, когда Германия выиграла войну с Францией, она забрала данный монумент себе обратно в Германию. И, наконец, Вильгельм II дал вот эту статую в подарок Энверу Паше. И теперь эта статуя находится на данном месте. Как видите, эта статуя имеет огромную историю и богатое наследие. А теперь мы ответим на самый важный вопрос: как добраться до Кадыкёй, который находится в азиатской части Стамбула. Так вот, чтобы добраться с европейской части, можно использовать любой вид транспорта. Например, паром, автобус, метробус. И метробус, кстати, станция находится в 15 минутах отсюда. Называется она Соулю Чешме. А вы знаете, что Симит является символом Стамбула и Турции в целом? Возможно, видели картинку или фотографии, где Симит изображена чайка. И вот эти симиты продаются везде. И они, кстати, очень дешевые и вкусные. Боже, как здесь красиво! А самое интересное, что везде слышен русский диалект, точнее русская речь. И знаете, где мы сейчас находимся? На набережной. Набережная – это также огромная достопримечательность, которая находится в Кадыкёе. Здесь на набережной постоянно множество народу. Это семьи с детьми, которые гуляют, дети развлекаются, бегают. Также можно покататься на велосипедах, на самокатах. Для этого, кстати, здесь оборудованы специальные дорожки. Можно здесь заниматься спортом, бегать или просто сидеть и наслаждаться вот этим вот морем. Ну что ж, друзья, а я поехала на базар купить что-нибудь вкусненькое. Пока! Бай, горячо! А вы знаете, что в Стамбуле есть несколько популярных базаров, которые также являются главной достопримечательностью Стамбула. Первый – это Гранд Базар, а второй – это Балык Базари. Но, вопреки мнению, здесь продается не только рыба, и я сейчас вам это покажу. Okay, this one, half kilo. Как вы видите, по ценам здесь достаточно очень низкие цены. То есть, например, 50 лир, 45 лир за килограмм хурмы. Если перевести на русский, это где-то 150 рублей за килограмм хурмы. В Москве точно таких цен уже нету. То есть можно здесь купить клубнику, какие-то заморские фрукты, авокадо и так далее. У меня целый пакет фруктов и всего лишь 35 лир, то есть 100 рублей. Ну, судите сами. Знаете, так прониклась этой атмосферой, вот везде эта русскоговорящая речь, и прям как-то захотелось вернуться в Россию, или, знаете, вот прям побывать где-то, где бы я почувствовала что-то вот свою родину. И мне даже хочется попробовать что-нибудь такое русское, с нашей вот русскоговорящей кухни, какой-нибудь борщ или пельмени. Кстати, и я знаю, где это можно сделать. Именно в Кадыкёе есть русский ресторан, и я хочу вам его показать. Ну, друзья, наконец-то мы пришли в ресторан. Он называется «Рустик». Я думаю, вы поняли, почему. Не нужно объяснять, поэтому пойдем глянем, что снаружи. Добро пожаловать в русский ресторан.
Итак, друзья, я заказала салат «Сельдь под шубой». Это очень популярный салат среди русскоязычных. В него кладут майонез, также рыбку. Я его очень люблю на самом деле. Как мне этого не хватало в Турции. Как видите, здесь достаточно необычный дизайн. Вот здесь, например, изображены все правители России, начиная от Советского Союза и заканчивая настоящим временем. Далее, например, мы можем увидеть форму солдатов Советского Союза. То есть вы можете увидеть это воочию. Здесь вот мы видим елку, видимо, здесь будет какой-то корпоратив на Новый год, что вполне разумеется. Вот таким образом, я думаю, очень уютно и интересно. Здесь, например, есть вырезки из газет, также со времен СССР и по сейчасшнее время. Здесь вот, например, «Ирония судьбы» или «С легким паром» – это наш знаменитый фильм. Ну, как-то так. Ну что ж, друзья, сейчас мы пришли в самое популярное место, а точнее район в Кадыкёе, микрорайон, называется он Мода. И, кстати, здесь очень много молодежи, очень много ресторанов европейских, кафе, много всего интересного. И я хочу вам показать следующую нашу локацию, это набережная, точнее Сахил Мода, где мы можем восстановить наши силы и просто посмотреть на море. Улица Мода славится удивительными местами. Вы можете прийти в любое кафе и заказать чудесный и вкусный и ароматный кофе. Также можете заказать восхитительный десерт. Десерт здесь просто прекрасный. И просто насладиться видом и расслабиться, просто выпить чашечку кофе. Друзья, я не знаю, что может быть лучше, чем закончить данный день вот этой великолепной прогулкой на пляже Мода. По-другому называется еще Мода Бич. Здесь очень красиво, сюда приходит очень много народу, но иногда можно уловить момент, когда людей не так много. Здесь можно посидеть на камнях, полюбоваться морем, взять всю свою семью и просто провести день вместе. И я надеюсь, что это видео вам очень понравилось. До новых встреч! Кстати, интересный факт. Вы знали, что в Кадыкёе проживает около полумиллиона жителей? Кадыкёй является достаточно динамичным и развивающимся районом. И можно сказать, что здесь живет очень много открытых людей. Каждая часть Кадыкёя пропитана этой мощнейшей энергией. И это на самом деле очень заряжает и очень как-то вдохновляет. Кадыкёй хорош также тем, что здесь можно купить недвижимость на любой бюджет. Например, цены на строящуюся недвижимость здесь начинаются от 280 тысяч долларов. Если вы хотите купить уже готовый объект, начинаются цены от 400 тысяч долларов. Это как раз цена на получение турецкого гражданства. То есть вы можете купить дом и наконец-то жить здесь. Поэтому, если вы хотите купить дом своей мечты, то Investa Global поможет вам в осуществлении вашей мечты.